Вы когда-нибудь думали, что кухня может испортить вам жизнь? Я на самом деле постоянно вижу такие примеры в шоурумах, на картинках, да и сам на самом деле допускал такие же ошибки в начале своего пути. Итак, основные ошибки при проектировании кухонь. Первая ошибка, одна из самых страшных, это маленькая рабочая зона. Не путать с длиной острова, потому что остров может быть очень длинный, там 5-метровый, но часто так происходит, что ставят варочную поверхность прямо рядом с мойкой. По сути, получается рабочая зона вот такая вот. Недавно я, например, снимал видео в Дубае, и там была вот ровно такая же кухня. Вытащил, и вот у тебя место для готовки. Пожалуйста, покупаешь квартиру за 500 миллионов рублей и живешь вот с такой вот кухней. Это часто происходит, потому что варочную поверхность встраивают в шкаф. И между раковиной и варочной поверхностью просто не ставят достаточно длинный шкаф, чтобы можно было уместить там рабочую поверхность. Как нужно делать? У нас столешница делится на несколько частей. Первая часть — это вот грязная рабочая зона. Она нужна для того, чтобы поставить туда какие-то покупки, продукты, грязные, которые еще не побывали в мойке. Вот это конкретно кухня от Polyform. У нее продумана вот вся часть, достаточно легко, можно все скинуть в раковину. То есть, когда мы взяли вот это вот грязное все, помыли, нам нужно их достать и начать готовить. Нам нужно достаточное расстояние. 900 миллиметров достаточно, чтобы нормально готовить. Минимум, наверное, 800 миллиметров. Здесь конкретно сделана небольшая хитрость, такая вот разделочная доска на 600 миллиметров. И еще есть дополнительные вот там места, куда можно тоже что-то раскладывать. Дальше, когда мы что-то здесь порезали, нашинковали, нам нужно это все пожарить или сварить. И после того, как что-то пожарилось, сварилось, нам нужно это все рассервировать. Конкретно в этой кухне продумано, здесь есть специальная вот такая, видите, двигается решетка, для того, чтобы можно было поставить что-то горячее, и оно не будет там нагревать сам остров, потому что он металлический. Вторая ошибка – глянцевые черные поверхности, особенно столешницы. У меня как-то была квартира съемная, где все поверхности были черными и глянцевыми. Это просто жесть была. Когда вот убираешь эту поверхность, через 2 часа у тебя она становится опять пыльная, грязная, особенно на кухне, когда у нас есть очень много разводов. Это самое отвратительное, что можно представить для своей кухни. Когда нам нужно сделать черную столешницу, например, у нас там нарисован черный остров, мы делаем столешницу, во-первых, матовую, во-вторых, с такой ребристой структурой. Эта структура дает неоднородности столешницы, и она тогда просто не показывает ни пыль, ни разводы, на ней просто не видно. Реально работает, проверено, пользуйтесь. Такие вот столешницы есть, например, у Logitech. Вообще много кто, в принципе, делает это. Там обычно это керамогранит с какой-то рифленой поверхностью сверху. Следующая ошибка – где хранить чайник, блендер, рисоварку, пароварку, где все это хранить? Обычно же это все хранится на столешнице. Столешница у нас открыта, и вот у тебя, знаешь, приходят гости, у тебя вот так вот все там на столешнице стоит. Где их хранить? Для этого мы всегда делаем дополнительную столешницу, которую скрываем за дверки. То есть это дверки заезжают внутрь, и у вас здесь появляется дополнительная столешница. Здесь уже, конечно, можно поставить там и блендер, и рисоварку. Здесь есть специально для этого розетки. Или, например, если у вас нет возможности поставить подобного типа столешницу скрытую, мы еще используем угол. То есть, если у нас кухня угловая, то мы используем угол как невидимую часть. Часть, которая скрывается за высокими шкафами, и там можно уже расположить технику. И ее реально будет не видно с основной части помещения. Следующая ошибка – это питьевая вода. Вот вы спроектировали себе красивую кухню, поставили, все красиво, но где взять питьевую воду? Вот такую штуку приходится потом поставить на кухню, чтобы брать где-то питьевую воду. А если у вас семья большая, у вас еще и не одна бутылка, у вас там таких несколько стоит. Куда их вообще прятать? Что с ними делать? Это максимально неудобно.
Проблема в том, что практически все итальянские производители не имеют дополнительной пипочки для фильтрованной воды. То есть у нас есть вот такой вот смеситель, красивый, вот ну просто шикарный, но к нему нельзя подключить фильтрованную воду. Просто в Италии из-под крана идет прям питьевая вода, и им не нужна дополнительная очистка воды, чтобы ее пить. И нам в итоге можно использовать всего на самом деле 2 смесителя, в которых можно подключить дополнительно еще фильтрацию воды. У меня вот целое видео есть про смесители для кухни, там они указаны. Это Амайкири Канта и Амайкири Нагана. Других я просто не нашел. Можете написать в комментарии, если есть какие-то еще красивые, но пока нет. Недавно только начали вообще итальянцы такое делать, и вот у Чиа недавно появился такой смеситель, но он не особо удобный. Будем подождать, как говорится. Следующая ошибка – это маленькая раковина. И даже не раковина, а сам шкаф под эту раковину. Часто проектируют шкафы на 600 мм. Это обычная ширина для шкафа 600 мм. Но в эти 600 мм что нужно поместить? Фильтр для воды с обратным осмосом. С обратным осмосом – это значит с огромной колбой, вот такой 5-литровой. Еще у нас должен поместиться измельчитель для еды, вот сюда вот, который встраивается, он тоже огромная такая колба. Вот это вот мы все поставили, и там как-то должно вместиться ведро. Вот в этой, например, кухне шкаф под мойку метровый. Огромный метровый шкаф. Здесь можно уместить очень много мусорных бачков. Но метр – это на самом деле избыточная история. Достаточно будет поставить шкаф хотя бы на 800 миллиметров, и у вас уже все более-менее там как-то вместится. Но если у вас там семья большая и вам нужно больше мусорных ведер, ну, сделайте побольше. Раскладка шпона. Это вообще моя любимая тема, потому что кухни обычно вот такие вот. Это огромная стена шкафов. Там шпон вот этот клеится прям на всю вот эту вот стену. Обычно как делают производство мебельное. Если вы вот ничего не скажете им, то они сделают вам раскладку шпона бабочкой. Получится у вас такая стена из стрел, тазобедренных суставов. Скажите, что вы видите? Красивую бабочку. Вот кто что в этой картинке себе найдет. Это всегда выглядит плохо, потому что у вас одинаковые куски шпона расклеены по всей стене. Мы всегда делаем раскладку шпона под массив. Для этого нужно немножко подготовиться. Выбрать несколько пачек шпона. Не одну пачку, как обычно делают, чтобы сэкономить. Несколько пачек, там 2, 3, 4 пачки шпона, чтобы были разные текстуры самого шпона. Чтобы совместить, и получился как будто бы реально огромный спил дерева. Конкретно мы сами так делаем. Ездим на производство, выбираем шпон, покупаем его, потом раскладываем этот шпон прямо на производстве, на фасадах. И только потом эти фасады отправляются в производство. Уже готовые, с нормальной раскладкой, и после получается прекраснейшая стена с деревянными фасадами. Следующая ошибка – это холодильник и расположение двери. Вот у нас рабочая поверхность. Где-то здесь стоит у нас холодильник. И если мы дверь холодильника расположим вот так, то нам приходится каждый раз обходить дверь холодильника, чтобы что-то отсюда взять, достать и поставить на рабочую поверхность. Вам нужно заранее запроектировать дверь холодильника так, чтобы она открывалась в вашу сторону, в сторону готовки. Нужно заранее об этом подумать. Вы, когда будете проектировать кухню, просто не забудьте об этом. Здесь конкретно холодильника 2, поэтому дверки открываются в 2 стороны. Ну и посмотрите, какой холодильник огромный. Это просто 2 огромнейших холодильника. Здесь уже приходится так делать. Если у вас холодильник один, то расположите открывание дверки по направлению к себе. Следующая ошибка – это цоколь у кухни. Часто вообще никто не парится за это и делают высокие цоколя. Они стандартные, в той же икейской кухне цоколь 150 мм, вот где-то примерно здесь.
Для чего вообще нужен цоколь? Для того, чтобы можно было подойти к столешнице близко, например, дотянуться куда-то и туда вот так вот вставить свои ноги. Если бы цоколя не было, то ноги бы просто упирались в фасады. Не знаю, какая должна быть лапа, чтобы цоколь был 150 миллиметров в высоту. Это не для лапы на самом деле сделано, это сделано для плинтуса. Потому что кухня постоянно подходит к стене, а по стене есть плинтус. Чтобы не париться, большинство плинтусов проходило под этот цоколь, сделали просто цоколь 150 миллиметров. Сейчас же, конечно, никто уже в современных интерьерах не использует там высокие плинтуса и не использует вообще чаще всего плинтус. Поэтому можно легко опустить цоколь до 7 сантиметров, как это делают, в принципе, все итальянские или европейские кухни, и все будет хорошо. В такой 7-сантиметровый цоколь легко помещается нога даже в кроссовки. Вот, кстати, вот. Но даже если вы вдруг хотите цоколь низкий, как здесь, и у вас высокие плинтуса, можно сделать просто доборную планку на кухне, в части которой приходит к стене. И все, этот плинтус просто приходит к этой доборной планке и не мешает никакой двери. Вентиляция. В обычных квартирах есть только одно отверстие для вытяжного канала вентиляции на кухне. И чаще всего этот канал забивают вот этой вот вытяжкой. То есть у нас есть варочная поверхность, над ней какая-то стоит вытяжка, и эта вытяжка уходит в этот вентиляционный канал. Когда вы закрываете этот вентиляционный канал, вы лишаете себя естественной вентиляции. То есть когда вы откроете окно, у вас воздух не будет поступать внутрь, потому что старому воздуху некуда выйти. В итоге в ситуации, когда у вас нет канальной вытяжной системы, у вас есть обычная вентиляция придомовая, никогда не закрывайте вентиляционное отверстие под вытяжку. Поставьте просто себе угольную вытяжку. Кто-то она будет вытягивать там и вот эти вот неприятные запахи устранять. Сейчас появились вытяжки, у которых не нужно фильтр менять, они вообще вечные, там только жировой фильтр нужно помыть и все. Но при такой вытяжке у вас хотя бы останется вентиляционный канал, и вы будете нормально дышать. Следующая ошибка – проходы. Эта ошибка реально может испортить жизнь любому. Я один раз как-то видел подобное в квартирном вопросе. Они сделали кухню, и прямо вот здесь вот у раковины сзади была какая-то тумбочка. Примерно вот так она стояла. Тумбочка была настолько длинная, что тучная хозяйка, ну она достаточно такая в теле, в возрасте, она просто не смогла бы подойти к ней. То есть ей вот этого расстояния не хватило бы, чтобы подойти к раковине. И чтобы эту проблему не показывать в телевизоре, там хозяйке эта кухня не понравилась, она вот сидела вот так вот, думала, что вообще, как я этим пользоваться буду. Вместо нее ее сын подошел к этой раковине, вот так втиснулся, вот так вот, и вот что-то там помыл и принес. Потому что хозяйка никуда бы не втиснула. Что нужно знать про проходы? У нас есть средняя поверхность и высокая поверхность. Да, там, если кто-то не знает еще про это, посмотрите мой мастер-класс про планировки, я там подробно про это рассказываю. Между средней и высокой поверхностью достаточно сделать проход 800-1000 мм. Но здесь у нас кухня, и нам приходится открывать какие-то шкафы, и из-за этого нам приходится увеличивать это расстояние. Поэтому среднее расстояние между, вот, например, таким островом и такой вот стеной где-то 1000, 1100, 1200, вот 1200 миллиметров вы поставите, вот как здесь примерно, все будет хорошо. Все, что меньше 1000, будет напряжно и тяжеловато, уже не будет так удобно пользоваться этой кухней. Но если сделать меньше, чем 500, то можно вообще сюда не втиснуться. Ну вот, собственно, и все. Это были основные ошибки, которые могут испортить вам жизнь. Если вы знаете еще какие-то ошибки, то, конечно, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Ну и, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь и пока-пока.